Всем привет, всем добрый вечер, всем прекрасного настроения. Так, Олечка звонит. Сейчас напишу, что я перезвоню. Моя подруга из Москвы. Олечка, перезвоню чуть позже. Веду прямой эфир, дорогая. Так что вот, мои хорошие, как у вас настроение, как у вас дела, что у вас интересного произошло, с каких вы городов, как у вас погода и все прочее. Напишите мне, как меня слышно, напишите. Поправлю микрофончики. Сегодня у нас немножечко потеплело, слава богу, потому что 3 дня были очень холодные. В Хургаде как-то так резко, хоп, стало холодно и все. И все. Давайте сегодня с вами поговорим. Сейчас тут сделаю. Ага. Давайте сегодня с вами поговорим об одиночестве и почему люди выбирают в современном мире все чаще люди выбирают одиночество. Ну, на самом деле, давайте зайдем так издалека. В Москве я была знакома с одним человеком. У него был клуб знакомств. Очень такой успешный, большой клуб знакомств. Или как он назывался? Да, клуб знакомств, по-моему, да. Или агентство, да, агентство знакомств, или свадебное агентство, нет, агентство знакомств, ну как-то так. То есть они там занимались тем, что сводили людей вместе. Вот. И как-то он говорит мне: Виктория, ты знаешь, что хочешь, я тебя тоже познакомлю? Ну, типа, давай. Я говорю, нет, ты понимаешь, дело в том, что у одиночества есть очень большой минус. Этот минус заключается в том, что ты привыкаешь к этому одиночеству и находишь в нем очень много плюсов, прям очень много плюсов. Он так подумал немножко, говорит, да, говорит, ты права на самом деле. Вот. Если так более подробно об этих клубах знакомств, агентствах знакомств, то там тоже работают схемы, и эти схемы направлены на то, чтобы вы как можно дольше оставались, ходили в этот клуб знакомств, чтобы как можно больше денег оставляли там и, ну, то есть возвращались еще с надеждой, что вот первый не такой, второй не такой, не ваш. А в самом уже конце, когда там, по-моему, только 10 человек, вы должны встретиться с 10 людьми, и 10-й человек попадается очень классный, но это подставной мужчина. Он такой манипулятор, психолог, прошаренный, вот. И он так делает, что, ну, как будто бы вот-вот, это уже твой мужчина. И потом, значит, женщина еще платит деньги, потому что, ну, ей говорят, ну, попробуйте еще, у нас же есть хорошие мужчины. Мы же вам говорили, у нас есть хорошие мужчины. И эта женщина еще раз платит деньги, и потом ей дают еще мужчин. Вот, и вот таким образом это работает. Вот так работают агентства знакомств в наших странах. То есть там все, как сказать, искусственно. Так, как меня слышно? Напишите, мои хорошие. Вот, ну, хочу вот с вами поговорить на сегодняшнюю тему, почему же я вот выбрала одиночество. Признаюсь вам честно, одиночество я любила с детства. То есть для меня это было такая прям панацея, прям праздник, когда я могла быть одна, уединиться с книгами, с творчеством, где-то там либо дома, либо где-нибудь там у бабушки, тут пойти куда-то далеко и там в лесу или где-нибудь уединиться, читать и проводить время одной. То есть для меня одиночество – это прям праздник. Вот. Но также я люблю проводить время с людьми, но очень дозированно, потому что я набираюсь энергии в одиночестве, и мне нужно много одиночества. Прям я могу зависать сутками, ну а потом уже выхожу наполненная. И вот в это время я читаю книги, онлайн слушаю книги, слушаю музыку, вяжу, монтирую видео и одновременно могу и монтировать видео, там, допустим, слушать
музыку или там, допустим, вязать и слушать аудиокниги. Ну, то есть у меня нет такого, что я лежу, ничего не делаю, у меня такого точно никогда нет. Я постоянно нахожусь в творчестве. Вот, это у меня прям такое обычное состояние. Вот, ну, давайте по нашим традициям я немножечко покажу вам, что же я навязала. Вот, это у меня такой чехол для очков, моих солнечных или вот обычных очков. Вот тут, видите, завязывается, вот так вот фиксируется. Можно бантик завязать внизу и все, из хлопка. Вот, потом у меня шарфик есть такой, но он не законченный. Смотрите, какая красота. Это я связала на продажу. Вот, но он еще не законченный, смотрите. Сногсшибательные тут, видите, оттенки. Очень милый. Ну, смотрите, какая красота. Вообще. Сейчас я накину на себя. Очень милый шарфик, скажу вам, мои хорошие. Но еще нужно сделать кисточки. Вот, сделаю кисточки. Такой длинненький, хорошенький, добротный. Сделаю кисточки, и этот шарфик будет принадлежать кому-то из вас. Вот, забирайте. Могу переслать почтой, либо перекинуть через кого-то, кто поедет в Хургаду, упакую в пакетик, напишу любовную записку, и вот такой красивый шарфик поедет к вам. Смотрите, сногсшибательные оттенки. Немножечко посижу в нем, чтобы вы его разглядели. Вот я сейчас просто одела маечку, вязаную тоже, но, как бы сказать, он, конечно, такой весна-зима, ну и холодное лето. Потом я связала сумочку для телефона, для кошелька. Вот такую сумочку, видите, вот так вот. Это с полиэфирного шнура. Это профессиональный шнур для сумочек всяких. Вот, смотрите. Вот такая сумочка. Ручка очень крепкая, хорошенькая, двойная ручка. Вот сюда вот положили телефончик, либо кошелечек, ключи, карточки. И очень все так надежно. Еще связала вот такую сумочку, но она не законченная. Не хватило пряжи для ниток. Вот сюда тоже, тут будет такая застежка вот здесь. И вот так вот она будет выглядеть. Хорошенькая тоже для кошелечка, для телефончика, для ключей. Надо связать еще ручку, такую как бы, вот через плечо. И все, и сумочка будет готовая. Так что вот так, мои хорошие. Так, вы уже немножечко подтянулись. Рада вас всех видеть, мои дорогие. Ага, я тут, видите, в розовом всем нравлюсь. Это что за... Спасибо большое, спасибо, мои хорошие. Уже подтягиваются мои дорогие подписчики. Так, следующий шарфик я вяжу вот такой. Смотрите, мои дорогие. Вот такой. Такие вот кубики, квадратики. Видите? Вот такая красота. Вот. И таких квадратиков много. Много-много-много. Вот. И буду потом соединять. И будет вот такой сногсшибательный шарфик. Так, тык-тык-тык-тык. Вот такой будет шарфиус. Ну, это еще надо несколько, ну, я думаю, за день, если посидеть, то я его соединю. Так, ну вот такая красота на мне, видите? Ну так вот, давайте немножечко поговорим о том, почему же все-таки люди... видели мою подушечку радостную? Думаю, что там такое яркое? Ну, это я давно уже связала. Но просто покажу вам, все-таки она такая поднимает настроение, мой уголок вязальный. Вот. Ну так вот, давайте с вами поговорим про одиночество и почему люди все чаще и чаще выбирают одиночество, особенно вот женщины, мужчины после какого-то там периода, скажем, не совсем молодого, ну, допустим, там
Ну, скажем, возьмем меня, да, я очень много всего в жизни видела, много очень общалась с людьми, работала среди людей, то есть работала там, где много шума, где много людей, и я очень всего насытилась, ну, прям очень, 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 мне даже столько не надо, то есть я даже, когда вот преподавала в фитнес-клубе, у меня были групповые занятия, мне было там окей, было все классно. Но когда я спустилась уже в тренажерный, там очень громкая музыка, там та музыка, которая мне не подходила, и я очень как бы от этого страдала, и что вокруг очень много мужчин. И в общем, ну это не совсем мое, я, конечно, групповой тренер, и это у меня была вообще перегруз. Вот, когда я в тренажерном начала работать. Но, зато это все, конечно, хороший опыт. Ну ладно, что было, то было. В общем, это к чему я? Что я всего наелась, насытилась, и приходит такой момент, что ты хочешь уединения, тишины, заниматься творчеством, заниматься любимым делом, потому что, может быть, ну, я тогда занималась вязанием, но у меня никогда не было так много времени вязать. А теперь я стараюсь на это выделять чуть побольше. Уже у меня появились такие клиенты по чуть-чуть. Вот, покупают у меня мои вещички. Так, ну, следующий шарфик вот такой красивенький. Смотрите, какая красота с косточками, видите? Вот, смотрите, какая красота. Ну, он вообще... Ну, давайте, я ж буду, наверное, надо поменять, правда? Поменять. Один шарфик. Ну, нравится мне розовый цвет. Тянет меня на розовые. Ничего с этим не поделаешь. Ой, какой классный. Тоже очень длинный. Смотрите, какой он длиннющий. Вот такие косточки мои хорошие. Классный длинный шарфик. Забирайте, упакую в пакетик. Сколько тут косточек? 5 кисточек. 5 кисточек. Не косточки, а кисточки. Вот такая шикарная вещь. Украсит вас в любое время дня и ночи. Будете красоваться. Потом у меня еще такой вот есть шарфик. Это из мохера. Он такой прям широкий, видите? Вот так вот можно укутаться, вам будет тепло-тепло. Тоже большой, длинный, классный. И, конечно, зеленый. Это бактус у меня. Вот такая красотень. Смотрите, какая красотень. Вот такой бактусяка. Тоже с кисточками. Вот такой бактусяка. Так что забирайте вот эту красоту всю у меня. Будете носить с удовольствием. Видите, у меня такие сейчас тянет на такое все. Вот какое-то яркое, весеннее. Я решила вам тоже создать настроение. Так, ну что, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте, всем привет, всем замечательного вечера. Я живу в Египте, веду канал из Хургады, из Египта. Показываю здесь жизнь в Египте, в отелях, нашу обычную жизнь. Очень многие люди приехали в Египет жить благодаря мне, благодаря моему каналу. Живут здесь очень счастливы, занимаются собой, своим телом, кто-то работает, кто-то просто занимается собой, потому что уже на пенсии восстанавливают здоровье. Ну, как-то так, мои хорошие, поэтому подписывайтесь на канал. У меня очень много ценной информации, невероятно много, у меня очень много интересных видео. Я очень часто в данный момент, ну, в последнее время веду прямые эфиры, прям практически, ну, раза 3 в неделю точно. Вот, поэтому со мной вы сможете пообщаться, задать какой-то вопрос, пошутить, поставить лайк и так далее. Поэтому подписывайтесь, будете моим новым подписчиком. Ну, а я обещаю вас любить, лелеять и беречь. Вот, также на моем канале очень много гостей разнообразных. Вот. Привет, привет. Тереза, привет, привет, моя дорогая, привет. Как у вас настроение, как у вас погода? Я уже, видите, тут в весеннем настроении. Смотрите, весна уже. Я в шарфиках красивых.
Сижу здесь такая нарядная и, в общем, шлю вам огромный привет из Египта. Так, ну что, мы продолжим нашу тему, правильно, мои хорошие? Вот. А потом вы пишите комментарии, я потом немножечко почитаю. Ну так вот, приходит такой момент, что ты, как бы, знаете, как бы не хочется не играть. Ну, то есть мы очень много играли, там, допустим, как мы как, были какими-то, какими хотели нас видеть родители, там, мама, папа. Мы играли роль сестры, мы играли роль там еще там внучки, дедушки, ну, внучки там или племянницы или еще что-то. То есть мы все время пытались быть хорошими, там играть какую-то роль и так далее, вот. Но, приходит какой-то момент, что ты не хочешь это делать, ты хочешь просто хочешь жить. Не играть, не подстраиваться, не, как-то вот кому-то нравится. Ты хочешь просто жить. Ну вот просто быть. Вот я в данный момент хочу, я вот так вот оделась, вот так вот выгляжу, и никто мне не будет говорить, как я выгляжу, что я должна носить, куда я должна смотреть, куда я не должна смотреть. То есть в одиночестве на самом деле очень много плюсов, потому что в одиночестве вы не играете. В одиночестве вы максимально настоящая. Вот, потому что ну, поправлюсь я на 2 килограмма, я себя люблю. Похудею на 2 килограмма, я себя люблю. То есть там поем на ночь, не поем на ночь, что я там приготовлю. В данный момент, если так вот разобраться, у меня не помытая посуда. Там в раковине лежит, она на меня смотрит, я на нее смотрю. Но у меня возникло настроение сделать прямой эфир. Я расчесала волосы свои, приготовила шарфики, сегодня вот вязала, хотела вам продемонстрировать, поэтому несколько часов посвятила тому, что я связала шарфик. Вот, можете у меня... но он еще, этот не законченный, а этот готовый уже с кисточками. Вот, мои хорошие, то есть получается очень много времени тратится на то, что ты делаешь не то, что ты хочешь, что ты пытаешься там нравиться, пытаешься быть каким-то, кому-то угождать, быть хорошим, играть какую-то роль, но приходит такой момент, что ты не хочешь играть роль. Ну вот у меня как бы, мне не хочется. У меня нет ресурса играть роль, просто не хочется. Ты просто живешь, и таким образом м, ты подтягиваешь тех людей, которые твои. Если ты, допустим, играешь, вот ты в каком-то, ну, вы, я, если мы в каком-то образе, то на этот образ приходит мужчина, но он не наш. Он мужчина, которого притянул этот образ. То есть он подходит этому образу, но он не наш. И мы не будем с ним взаимодействовать по-настоящему, не будем по-настоящему счастливы, потому что это не наш мужчина. То есть мы из-за того, что мы играли, мы притянули не своего мужчину. Есть такая замечательная книга, можете почитать или послушать в аудио. Это Эрик Берн «Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди». Очень интересная книга, послушайте. И сколько всяких масок люди держат, и как люди подстраиваются и лижут друг другу коричневое пятнышко, потому что хотят получить какие-то выгоды друг от друга. Это все, конечно, омерзительно, мои хорошие. И приходит какой-то момент такой, что ты больше не хочешь этого делать, не хочешь общаться с этими людьми, с такими, ты хочешь просто быть. Вот, ну, просто быть, да. Вот если вы меня спросите, хотела бы я отношений, я вам отвечу: только, таких очень искренних и только с тем мужчиной, который действительно мой, прикольный, классный, очень надежный. И я точно знаю, что с ним должно быть очень так легко и хорошо. Ну, то есть вообще в отношениях должно быть легко. В отношениях вы не должны напрягаться, что-то такое делать. То есть в отношениях ваш человек это должен быть как будто продолжение вас. Ну, в плане того, что с ним вы должны себя чувствовать точно так же, как и сами собой. Ну, ваши люди. То есть просто комфортно лежать, молчать, собирать грибы, смотреть на костер, плавать, гулять. То есть это ваши люди. Но если, допустим, вы играете, да, ну то есть вы в образе, то вы привлекаете не своего человека. Таким образом вы обманываете и себя, и его. То есть это тоже, вот, скажем, такое нарушение законов.
Если бы все люди были честные, такие настоящие, открытые, не манипулировали, не играли чужими чувствами, чужими сердцами, то у всех была бы возможность встретить своего человека, и жизнь была бы намного интереснее, прикольнее, потому что вообще вот то, что творится в интернете, вот эти всякие игры, всякие манипуляции, как влюбить в себя в мужчину, как проманипулировать мужчиной, как выжать деньги из мужчины, как манипулировать женщиной, как влюбить в себя женщину, как там какие-то курсы пикаперства, ну это все бред. Это все от сатаны, от дьявола. И то есть есть только единственный ресурс, который действительно я ценю, который ценят нормальные люди. Этот ресурс называется искренность. Вот. И доброта. Ну, по сути, как сказать, ну, на первом месте, конечно, я бы хотела встретить мужчину, который очень добр и искренен. То есть для меня это очень важно. Вот. Искренность и доброта. Так, привет, привет. Ну, напишите что-то. Так все внимательно слушают, никто ничего не пишет. Мои хорошие, все, наверное, засмотрелись на мой шарфик. Нет ни вопросов, ничего. Ну, я могу говорить очень долго. Все вы об этом знаете. И а, на разные темы одновременно. Вот. То же самое испытывают разные мужчины. Человек не хочет, там, допустим, вкладывать непонятно в кого, он вложит в нее деньги, ресурсы, энергию, а потом что-то произойдет, и она фырканет. Просто не хочется вкладывать, хочется вкладывать в себя. Потому что точно знаешь, когда вкладываешь в себя, что ты получишь. А когда ты вкладываешь в других людей, ты не получишь, скорее всего, ничего, потому что, ну, это там нет никаких гарантий. Вот. Сейчас в современном мире, если посмотреть, что творится вообще в мире, на сайтах знакомств, в Фейсбуке, разные там клубы знакомств, столько мошенников, столько манипуляторов, столько врунов. Если вот посмотреть, даже я смотрела, ну, смотрю, там есть такой канал в YouTube, хроники разные. Сколько вот всяких несчастных случаев происходит, когда знакомятся на сайтах знакомств. Просто потому что там реально очень много бездельников, аферистов, всяких мошенников. Они сидят, знакомятся. Ну, то есть какие-то настоящие преступники. Вот, поэтому помимо того, что ты наткнешься на непонятного человека, ты можешь еще наткнуться на преступника, который вообще там увлечет тебя в лес и отрежет голову, или там и зарубит дома, как вот часто бывает, знакомство в клубах, в этих, на сайтах знакомств. Вот, поэтому, мои хорошие, очень много опасностей. Вот, и очень много такого, ну, вообще, такое ощущение, что нормальные мужчины, где-то там их ну, катастрофически мало, и где-то там они сидят, их невозможно увидеть. А все остальное это пикаперы, какие-то, блин, аферисты, какие-то обещалкины, ну, то есть какая-то сплошная несерьезность и инфантилы. Мужчины, которые вот, если вы меня смотрите, скажите, вот вы согласны со мной или нет, что сейчас что-то невероятное творится? И вот у меня вопрос к мужчинам: почему так много неискренности, нечестности, ну вот, то есть как бы неумение любить женщин? Неужели это не ценится? Вот напишите мне, вот что сейчас происходит с людьми? Почему каждый хочет просто урвать, тебя обокрасть, обворовать, твои ресурсы, твое время и все прочее. Почему никто не хочет, действительно нормальных, классных отношений с чистотой, с надежностью, с какими-то там договоренностями? Ну, то есть, союз, который, базируется на, честности, открытости и искренности. Вот. Неужели это не классно? Ну, вот напишите, например, напишите. Вот я просто в данный момент жизни, я не знаю других ценностей более классных, более серьезных, чем искренность, доброта, порядочность. Вот. То есть вот для меня очень важно, чтобы были вот эти качества: доброта, порядочность, искренность. Если этого нету, вот мне уже не интересно, что у мужчины есть. Вот если этих качеств нету, неинтересно, что у мужчине есть. Серьезно. Это номер один, потому что этого уже очень мало. Э,
Да-да-да, добрый вечер. Вы живете в Египте? Да, я проживаю в Египте, уже прожила 7 лет, приехала с ребеночком, здесь осталась. Он был маленький тогда еще, осталась, и вот так вот мы живем 7 лет в Египте уже. Вот, так что вот. Согласна, это самое главное. Да, да, уже, а, вот я живу в туристическом городе, тут вообще просто какая-то катастрофа. Но это на самом деле, наверное, во всех туристических городах вот это разгул. Каждый пытается тебя обмануть, каждый пытается что-то тебя раскрутить, поиметь. Ну, это жесть просто, вот. Причем сюда летят люди с разных стран, этим заниматься. Я видела как-то вашу передачу и узнала вас, да. Ну, подписывайтесь на канал, у меня очень много всего ценного, интересного, вот, очень много полезной информации, и благодаря моему каналу многие люди переехали в Египет и счастливы, вот, поживают здесь, ну, в общем, все хорошо. Так что вот, мои дорогие, вот такие вот дела. Сейчас, кстати, уже все, сезон такой полноценный. Ну, у нас всегда сезон в Хургаде, в Египте, вот сейчас ветра пройдут уже. Ну, море прекрасное, замечательное, люди плавают, загорают, потому что жара, ну, эти вот 2 дня были такие холодные, а так жара, жарко, пляжи теплющие, классные, море теплое, хорошенькое. Так что вот, мои хорошие. Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите комментарии. Да, так, пишите комментарии. Так, ну и, конечно, делитесь со своими друзьями моими видео. Э, Делитесь там в WhatsApp, в Вайбере, в Телеграме, делитесь обязательно. Так что вот так вот. Нету никаких вопросов, могу ответить. Как вот вы, например, относитесь к одиночеству? Ну, напишите, вот мне интересно, как вы относитесь к одиночеству. Мне очень интересно, напишите прям в комментариях. Вот. Я как-то переписывалась с одним человеком в этом, а он вообще, а, даже надо сделать видео на днях, как действуют аферисты, вот эти брачные аферисты, как они действуют, как разводят женщин, как все это выглядит. Сделаю обязательно видео, если вам это интересно будет. Вот. Я сразу по фотографиям поняла, что это брачный аферист, начала переписываться с той целью, чтобы показать вам их маневры, их тактику, как они манипулируют, как они подводят человека к тем или иным моментам. Вот, так что вот, мои хорошие. Э, Через 2 дня я его вычислила. Вопрос тут мне прислала Мария. Мне кажется, наоборот, хорошо, что вы в туристическом городе, можно познакомиться с европейским мужчином, как вы думаете? Но, а вообще, знаете, что я вам скажу? Какой момент? Момент такой, что, ам, ну, знаете как, тут много мужчин, ну, много людей, много мужчин, но это не означает, что вот эти все мужчины, они как-то мне будут подходить, что я захочу с ними взаимодействовать, что у нас там что-то получится. То есть вовсе это не означает. Вот встретить своего человека с такими же взглядами на жизнь, с такими же ценностями, вот это сложно. А людей очень много, тут можно на свидание ходить хоть каждый день. Европейцев много и всего много.
Но как бы поэтому меня тут были познакомили с одним, с немцем, очень богат. Вот, и он, показывает мне Сахал, ну, там в Сахале, понятно, показывает мне свои эти апартаменты на видео, в Испании. Говорит: "Это, моя вилла, вот тут почти все из золота, вот золотая, тумбочка". Золотая, говорит, тумбочка. Я говорю: "А что? Что, типа, ты мне хочешь эту тумбочку отрезать или ящик дать, или что?" То есть, ну, вот такие дурачки, денег много, ума мало, тумбочку. Ты возьми, оплати за школу ребенку за год, сделай какие-то шаги в мою сторону серьезные. Что ты мне показываешь там? Золотая тумбочка у тебя или туалет у тебя золотой, или что там, не знаю, колесо от машины золотое, что ты мне хочешь, колесо подарить или что хочешь подарить? Ну, то есть, ну, это, конечно, понимаете, я не знаю почему, но я просто почему-то с таких людей смеюсь, когда есть деньги, когда человек себе может позволить все, а он не умеет любить, нету семьи, несчастливый, потому что, ну, человек без любви, он пустой. То есть, ну, хорошо, там, вот кому 70 лет, да, сколько ему было 70 лет, да, или 72. Ну вот, ну хорошо, ну еще там проживешь 5-10 лет, он там тренируется. Ну и что? Детей у тебя нету, жены нету, никто тебя не любит. Вокруг одни такие легкомысленные дамы ради вот только выгоды и все. Ну а в чем смысл? Ну, смысл в чем вот этого всего? Если нету любви, то как бы, если человек с душой не дружит, допустим, вот с душой не дружит, то получается, ну а смысл всего? Если есть гармония, человек счастлив. Но если нету гармонии, ну, смысл вот этого всего денег, богатства, одна у тебя машина, вторая у тебя машина, тумбочка у тебя золотая, и что? Ну и что? Это все останется, а ты уйдешь, тебя там засунут в песок, запакуют или там в гроб положат. Ну, как бы смысл-то он-то в другом, в том, что ты сделал в жизни, скольким людям ты помог, и ты помог от чистого сердца, или у тебя зубы были сжаты от злости, от гнева, от ярости, потому что ты помогал. И ты там очень типа вложил сильно, сильно вложил много, что-то купил там, не знаю, тут как бывает, девочки мне рассказывают истории, что-то купил там, ну, какую-то эту колье какое-то купил, все, они уже это забыть не могут. Ой, ну, как бы мужчин много, но нет, это не означает, что эти мужчины вам подходят, понимаете? Я бы выбрала вообще какого-то мужчину, там, жить в деревне, в тишине, в спокойствии, просто заботливого, доброго, надежного, чем вот этих богатых придурков, у которых на старости уже, шизофрения. Тан-тан-тан. Так, привет из Праги. Желаю вам найти достойного мужчину. Счастья вам и вашему сыночку. Спасибо вам, Людмила. Вам тоже всем счастья. Просто, знаете, дело в том, что хочешь или не хочешь, параллельно все равно я сопоставляю всех мужчин, сравниваю со своим папой и его друзьями. Это были очень такие великодушные, классные, крутые люди, семейные, любящие детей, любящие все живое вокруг. Ну, то есть это такое качество людей, что мне реально большинство мужчин кажутся придурками абсолютными. Ну, серьезно. То есть мне даже не за что зацепиться. Ни взглядом, ни душой, ничем. Ну, то есть, ну, абсолютно, ну, знаете, есть просто бездушные люди, или они какие-то мозг неразвитый, или что, или от наркотиков они с ума сошли. То есть вот ты смотришь вообще все, что происходит, думаешь, как так, фу, омерзительно. Поэтому все равно, если папа был примером для девочки, был классный, хороший, все равно ты сравниваешь. И я могу полюбить, такого мужчину, как мой папа. Все, то есть на других я не включаюсь. В них нет вот этой ценности. То есть я понимаю, что там куку просто. Вот, поэтому, в одиночестве ты,
все время в выигрыше, ты все время в плюсе, потому что ты сам собой. Я предана себе, своим ценностям, своей какой-то правильной жизненной позиции. У меня тоже был период, когда я себе изменяла. То есть я что-то делала то, что мне не нравилось, например, там, ну, случай расскажу. У папы была фирма тогда еще в Москве, мы бизнесом занимались с папой. Ну, я помогала папе одно время. Папа говорит, слушай, нам нужен бухгалтер, иди как бы выучись на бухгалтера. Я говорю, ну это, наверное, смешно будет, если я буду учиться на бухгалтера. Ну, я пошла, там курсы были 2 недели или 3 недели. И сижу на этих курсах и говорю этой учительнице, пожалуйста, я вас очень прошу, вы меня можете не трогать? Я говорю, не хочу отвечать, не хочу готовиться на завтра. Это настолько не мое, сдуреть можно. Я говорю, просто не трогайте меня, пожалуйста. Он говорит, да, Виктория, я поняла, что это не твое, короче, не буду больше трогать тебя. Все. Если у тебя есть, ну, как бы я там попросила досидеть до конца, и говорю, дайте мне возможность досидеть до конца. Вот. И я, значит, ну, если она говорит, да, хорошо, Виктория, досиди уже, все-таки я заплатила деньги, но если, говорит, у тебя будут какие-то вопросы, связанные с бухгалтерией, тебе нужна будет помощь, когда ты будешь делать отчет и так далее, ты, говорит, обязательно приходи, я тебе помогу, потому что ты искренняя, прикольная. Вот я преподаю 40 лет в этом здании, но мне еще никто не сказал, что как-то вот так вот искренне никто не сказал, что мне ужасно неинтересно, караул, я для этого не подхожу, пожалуйста, меня не трогайте. Она говорит, ты вот за всю жизнь такой первый искренний человек, который вот так вот просто легко просто все объяснил. Вот. Но вообще, знаете, есть люди, которые никогда не любили, ну, не умеют вообще любить. То есть есть люди, мужчины, женщины, которые просто пользуются другими. Для них люди– это ресурс. Просто объекты для того, чтобы пользоваться. Спать, чтобы кто-то готовил, чтобы там кто-то там, допустим, что-то еще делал, кто-то машину водит. То есть очень много людей, они воспринимают других как ресурс. Вот. То есть это люди не способны ни на любовь, ни на чувства, ни на сопереживание. Там очень часто ни чести, ни совести, ни достоинства. То есть, ну, вот так устроен мозг, не совсем развит. Поэтому большинство людей, они просто пустые. Ну, пустые. Ты даже вот хочешь с ним взаимодействовать, а он не может. Он тебя не видит, не чувствует, он один. Ну, вот такой тупой, что-то сделает. Ну, я тут, конечно, уже насмотрелась на разных. Среди немцев тоже такое ощущение, что там шизофреников куча. Ну, то есть они уже, ну, то есть видно такое, как я там у одного спросила, а где твоя жена? Говорю, а ты, ну, ты был женат? Он говорит, да. Я говорю, ну, где? Жена говорит, в Германии, но он немец. Я говорю, слушай, а ты ей подарил, ну, как бы, и он так, знаете, я говорю, ну, вы вместе давно уже расстались? Он говорит, да, говорит, я ей оставил свой дом. И он это сказал с такой жестокостью и ненавистью, потому что, видимо, ему это было очень так, он жадный, потому что у него очень такие серьезные деньги, и, как сказать, ну, то есть человек не хочет давать, человек хочет брать. Зачем ему эти женщины, если женщинам нужно что-то давать? Если не деньги, то любовь, внимание, заботу. А они не могут. Они не могут. То есть, ну, не знаю, просто у моего папы очень огромный ресурс любви, и такие же у него друзья были. И я когда смотрю на вот это все, это такая ущербность для меня, просто дичь. Любите ли вы Аллаха? Люблю всех. Вчера ходила, Рамадан снимала. Вот. Снимала Рамадан, там очень много людей было. Так что посмотрите на моем канале, есть видео, так что, пожалуйста. Поэтому вот, многие люди просто, то есть для меня вот, допустим, важно, чтобы человек мог любить, чтобы вот человек был такой наполненный, классный, прикольный, ну, классный. То есть для меня это важно.
чтобы была, ну, чтобы был ресурс, любовь, вот, душевное состояние, теплота. То есть вот мне нужен такой мужчина, как папа. Ну, а как бы большинство, я говорю, на фоне моего отца большинство, наверное, 95% мужчин абсолютные придурки. Так, ну так вот, мои хорошие. Так, сколько мы уже в эфире? 40 минут. Вот таким образом, почему люди выбирают одиночество? Потому что одному лучше, спокойнее, интереснее, ты не объясняешься, ты никому ничего не должен. Вот. А отношения имеют место быть только если рядышком твой человек, по-настоящему твой человек, и вы можете быть гармоничны в отношениях, неважно, вы живете вместе или не живете вместе, просто общаетесь, но если между вами есть понимание, гармония, то это круто, это круто. Но это надо еще заслужить. Ну, не заслужить, оно, если либо дано, либо нет. Ну, повезет, так повезет. Не повезет, так надо эту жизнь прожить счастливо, гармонично, счастливо, продуктивно, интересно. Вот. То же самое и многие мужчины сейчас делают. Они уединяются, потому что, ну, так легче. Еду можно заказать, стиралку, есть стиральные машины или эти, ну вот, стиральные, как лондри, где можно отнести вещи, вам постирают. Еду заказываете, стирка, точно так же можно уборку вызвать или сами убираете. То есть все очень сейчас делается, само собой. Вот. А заводить женщину, вообще отношения нужны для того, чтобы прожить этот опыт любви. Вот мне мужчина нужен, чтобы прожить опыт любви с мужчиной. Это должно быть максимально искренне. То есть вот других таких отношений, ну, быть не может. Это должны быть максимально искренние отношения. Вот. То есть либо искренне настоящие отношения, либо никаких. Вот. Потому что я считаю, что и мужчина, и женщина хочет прожить опыт любви. Но из-за того, что большинство людей не искренне, очень манипулятивны, лживы, то когда ты сталкиваешься с такими людьми, ты потом не хочешь уже. Вот. Но когда вы встречаете своего человека, у вас будет все очень гармонично складываться, очень классно, интересно. И вообще получите такой настоящий опыт любви. Так что вот, мои хорошие. Что вы скажете на эту тему, мои дорогие? Вопросов нет, все только сегодня слушают. Но если кто-нибудь из вас впервые на моем канале, подписывайтесь, вот следите за моими видео. Можете у меня шарфики приобретать красивенькие на память. Вот. Вообще, знаете, что я заметила? Я заметила то, что люди, которые не могут быть одни, они не наполнены. То есть человек, который наполнен, которому интересно собой быть, то они любят одиночество, потому что вот мне с собой интересно. Мне с собой интересно, прикольно, весело, классно. Неважно, чем я занимаюсь, то ли там что-то делаю, убираю, то ли читаю книжку, то ли там онлайн-музыку, то ли вяжу. Обычно я делаю и то, и другое, и третье сразу. То ли что-то готовлю. Мне интересно. Интересно общаться с классными людьми, толковыми, интересно знакомиться с хорошими людьми. Мне вот это все интересно. Вот, мои дорогие. Это к чему? Если вы наполнены, то вы любите быть одни, вам это надо. Ну а если человек не наполнен, он пустой, то ему все время кто-то нужен. Обычно эти люди заводят отношений очень много, разных отношений, они там суетятся, знакомятся, очень много отношений, потому что для них одиночество и вот возможность быть одному очень такая пугающая штука. Она их пугает. Вот.
поэтому у них очень много и сексуальных партнеров, и вообще партнеров, и они следят за тем, чтобы было много этих партнеров, потому что для них партнеры, общение– это возможность убежать от собственной невыносимости. А если вы гармоничны, вам хорошо с собой, то вы любите, вы будете любить одиночество. Ну а если вам с собой невыносимо, то вы будете заводить как можно больше партнеров, чтобы убежать от себя. Ну вот я уверена, потому что я очень такая наблюдательная в жизни, и я уже вот наблюдаю очень много лет и за собой, и за другими людьми. Если вы гармоничные, вам хорошо с собой, вы наполнены, вам будет нравиться наедине с собой, неважно, что вы делаете. Но если вы не гармоничны, вы будете все время стремиться в какие-то отношения, в какие-то переписки, общение постоянное, потому что у вас внутри пусто, и вы будете пытаться эту пустоту закрыть эту пустую яму, закидать отношениями, общением, звонками, переписками, новые люди. Это вот. Так, читаю ваши комментарии. Здравствуйте, Виктория. Очень хочу спросить вас, почему вы уехали из Черногории? Ну, я туда ехала просто отдохнуть немножечко на лето, вот. Потом вернулась сюда, ребенок в школу. Нет, там очень круто. Там реально очень круто. И если бы не школа, то я бы, скорее всего, и не вернулась. Вот. Единственное, что меня здесь держит, это школа. Пожалуй, больше ничего. Если можно, скажите пару слов. Ну да, да, я в Хургаде, да. Привет, вы точно правы. Чем глупее и ущербнее человек, тем больше партнеров пропускает через себя. Ну да, да, потому что им вот эту пустоту нужно заполнять, вот эту ущербность, яму, вот эту мглу, черную дыру они заполняют людьми. Познакомились, увлекли, использовали, утилизировали, познакомились. Могут не утилизировать, просто есть люди, которые, ну как сказать, там мужчины, женщины, которые имеют одновременно очень много партнеров. Вот они там открывают телефон и пишут, что-то им стало скучно. Давай кому-то напишу. Итак, кому-то написали привет. Ну вот 5 из 10 ответили. Ну вот давай дальше вести. Кто-то там еще ответил. Вот уже на вечер договорились о встрече. И все, встретились, поужинали, позанимались сексом. Все, через 2 дня он там снова кому-то пишет или она. То есть это очень много таких. Это люди рептилоиды. Это люди рептилии, которые с пустой душой, с неразвитым мозгом, поэтому им не интересно самим. Это люди с пустотой такой кромешной. Отношения с ними тоже, ну, как бы ничего интересного, потому что они ничего не могут дать. Ни порядочности, ни честности, ни душевности, ни искренности, ничего. То есть это люди zero. Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер. Добрый вечер. Любовь Юркова, вы психолог настоящий, так все правильно сказали, и все стало на место. Ну, я педагог, я же очень много с людьми работала, наблюдала, и сейчас наблюдаю, и учусь, и как бы я очень такая, я не просто на мир смотрю, я очень люблю идти в глубину, изучать тщательно, ну, как сказать, анализировать. У меня очень такое критическое мышление. Вот. Я люблю изучать мир, да. И так, идти в глубину. То есть для меня это важно. Осознать что-то, понять, выяснить и так далее. Не бывает одинакового состояния. Когда-то хорошо себя чувствуешь в одиночестве, когда-то хочется и отношений. Ну, да, 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 да-да-да. Но, дело в том, что вот, вы захотели отношений, с кем-то познакомились, пообщались, видите, человек не такой, другой тоже не такой, думаете: "Как хорошо одной". Это, знаете, я
Боже, что такое? Я поняла. У меня, с этого включила вентилятор, там, наверное, пыль была. И я, эту пыль расхерачила на себя. Думаю, почему у меня нос чесаться стал от этого? От, как сказать, пыли с вентилятором. Ну, короче, вот. Я себе что-то устроила, чувствую. Так, что я хотела вам сказать, мои хорошие? Подождите, что я хотела вам сказать? Да-да-да, Алекс, 100% рептилоиды, оболочки без души, ловушки для хороших людей. Да, потому что эти люди, они, не обладают, целостностью, и они все время зеркалят. Они все время зеркалят других. То есть если, допустим, у меня есть целостность, я целостная личность, то я взаимодействую с вами как личность, да. А там нету личности, там нарушенные люди, они не имеют личности, и они вас зеркалят. И им кажется, что с вами они, как вы. То есть они как будто бы воруют у вас ваш характер, ваши качества, вот, и опустошают вас. То есть они как бы забирают у вас и хорошее настроение, ваши качества. Так, надо выключить вентилятор, а то переживаю, секундочку, мои хорошие, что у меня будет капут. Если я выключу, будет... Так, все, выключила, сажусь назад. Вот, поэтому очень прикольно, очень классно, если получается найти своего человека. Да, причем рептилоиды, они очень активны, потому что им все время нужен ресурс безумными количествами, иначе им будет плохо. Ну, то есть они начинают болеть. Они без ресурса, без людей, без садизма, без всякой грязи, без вот этих своих манипуляций мерзких, они начинают болеть. Вот если, допустим, обычные люди там гуляют по речке, там мы идем, взяли друг другу за руку, пьем чай, веселимся, там смеемся, шутим. То есть у нас есть доступ к положительным эмоциям. У нарушенных людей, у вот этих гуляк, я их называю рептилоиды, потому что у них рептильный мозг, они не имеют доступа к позитивным эмоциям, то есть им все время нужно манипулировать, врать, наговаривать, сталкивать людей лбами, портить репутацию, искажать факты, как-то вас разводить на какие-то эмоции, они эмоциональные вампиры, ну, то есть там такая незаполненность, разводить вас на эмоции, скомпрометировать вас на что-то, на какие-то плохие слова, на плохие эмоции, там, сделать с вас какого-то там дурака. Ну, то есть есть такие мужчины и женщины, вот. То есть они питаются вот этой падалью, вот. И если с ними нормальный человек будет взаимодействовать, вот эти лярвы, вот эти сущности, которые сидят на них, они перейдут на вас, поэтому с ними нельзя взаимодействовать. Человеку с рептилоидом нельзя дружить, потому что рептилоид его перетянет в инстинктивную зону, и там просто его задавит, ну, потому что инстинктивная зона — это не зона человека. У нас есть инстинктивная зона, но нормальный человек, он мыслит какими-то ценностями, какими-то идеями, порядочностью. То есть у нас неокортекс работает, у рептилоидов нет неокортекса, он не развит. И когда я говорю люди рептилоиды, все думают, что я что-то выдумала, чтобы, ну, повеселить вас. Нет, это люди, у которых не развита часть, вот это, потому что есть маленькая часть, это рептильная, потом есть побольше животная часть мозга, и третья часть, самая такая большая, ну, как бы покрывает эти две, это неокортекс, это вот, который отвечает за совесть, за какие-то такие эмоции положительные, за честь, за совесть, за достоинство, за, ну, что-то вот такое человеческое. Это человеческий мозг, он не у всех людей есть. И обычно рептилоиды рожают рептилоидов с таким же мозгом. Поэтому люди, они не должны связываться с рептилоидами. Люди должны выходить замуж за людей. Ну вот рептилоиды будут плодить рептилоидов. Их очень много. Рептилоидов, кстати, намного больше, чем людей. Людей это где-то 20%, а 80% это люди бездушные абсолютно. Это люди, как сказать, без эмпатии. Главный момент, что там отсутствие эмпатии, ни чести, ни совести, ни достоинства. То есть это вот такое стадо.
Поэтому очень круто, если вы, допустим, встретили своего человека, и вы можете общаться, любить друг друга. Это очень круто. Я порадуюсь за вас, потому что это реально классно, серьезно. Вот, мои хорошие. Вот, так что вот так вот. Да-да-да, Алекс, все верно, да-да-да. То есть, когда ты искренне с ним, они этого не понимают. Они думают, ты тоже там что-то не то думаешь. И, то есть, они мыслят схемами. Ты с ним искренне открыт, а он мыслит схемами. Он думает, как провернуть сделку, как тебя вот схематически провести, сделать подлянку. Все верно. Это вот, да, рептилоиды. Их очень много. Причем законы для людей не написаны, потому что люди не нарушают законы. Обычные люди, они не нарушают законы. Человек не пойдет воровать, убивать, изменять. Людям этого не надо. А рептилоиды это делают. То есть законы, законодательная система создана для рептилоидов, потому что их нужно держать в рамках, иначе они, если они не будут ничего бояться, то будет хаос. Все законы созданы для рептилоидов. Крадуны чужого времени. Ну да, рептилоиды, они все воруют. Рептилоиды воруют все, что можно своровать. До чего они дотянутся, нарушенные люди с неразвитым мозгом воруют, да. Славяно-армяне вместе сможем победить этих ящеров, окаянных врагов человечества. Ну, среди армянов очень много прикольных людей, среди кавказцев много, ну, таких вот, там в горах чистых, настоящих, с правильной, позицией, с правильными понятиями. Вот. Так что вот. Ну, а как ты победишь? Оно вот такое рождается и все. Как ты победишь? Никак. Так что вот, мои хорошие, вот такие вот дела. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я вот тут в Египте живу, занимаюсь разными вещами, вяжу шарфики. Вот, так что можете себе купить, себе или своей женщине, или маме, или сестре купить у меня шарфики на память. Вот, так что вот. Так, ну что, а есть у вас еще какие-то комментарии, какие-то вопросики? Так. Э, вот, кстати, уже многие говорят, но так рептилоидов много среди людей нас. Рептилоидов много очень. Это рептилоиды, это люди с просто неразвитым мозгом. Их много, их всегда было много. У власти, да, да, очень много. Это да. Но обычному человеку власть не нужна, он самодостаточный, а рептилоиду, да, у власти обязательно. Рептилоиды, им очень нужна власть. Вообще, знаете, скажу такой секрет. Человек, который не может руководить собой, он идет руководить другими, потому что он как бы в этот момент забывает свою ущербность. То есть он скидывает вот эти все минусы, недоделки, свою ущербность на других. Ну, допустим, там что-то кто-то сделал, а ты мудак, а давай то, то, то. То есть в этот момент он повышается, то есть, а другого он унижает. Но на самом деле он скидывает на него то, что есть в нем, и вот так вымещает гнев. Кстати, почему рептилоиды идут у власть? Они везде много где власть, всякие там государственные структуры, адвокаты и так далее, они идут туда, всякие топ-менеджеры, где можно узаконенно унижать, обесценивать, подавлять людей. То есть, да, рептилоиды идут туда, где можно руководить. Им это надо руководить, потому что если они не будут никем руководить, они встретятся сами с собой. А когда они встретятся сами с собой, они увидят пустоту, бездонную черную дыру внутри, они увидят, какой он беспомощный и ничтожный чмошник,
И им будет это ужасно невыносимо. А когда они руководят другими, они думают: "Я же крутой, я же могу унижать, обесценивать, значит, я выше". Да, все люди, рептилоиды, они стремятся к власти. Это закон номер один. Их очень много, действительно. Вот. Ну вот, мои хорошие. Ах, завтра, наверное, все-таки сделаю видео, как я поймала этого мошенника, как я поймала, по каким критериям выяснять их. То есть завтра это будет на моем канале. Не, завтра это видео запишу, а как оно будет на моем канале, ну, я быстро. Я его смонтирую и, может быть, вечером уже выложу или же выложу на следующее утро. Ну, в общем, подписывайтесь, следите. Вот, потому что мошенников очень много, и они очень активны, и они разрабатывают разные методики, как вас поймать и так далее. То есть об этом нужно знать. В Европе все дорожает. В Хургаде хорошо, всё стоит дешево. В Европе все дорожает, работы нету. Ну, приезжайте сюда, приезжайте. Ну да, здесь легче прожить, если у вас есть какой-то доход, то вам вообще будет хорошо. Если нет дохода, то беретесь за работу любую. Люди приезжают, и если снять корону с головы, здесь можно заниматься, тут быть полезным друг другу, и все нормально будет, мои хорошие. Так что вот. Приезжайте, здесь действительно легче жить. Купил лепешку с овощами, с сыром, этим их, и все, и ты, в общем, уже бегаешь. Как это мало воды питьевой сейчас стало, Алекс? Что-то я такое впервые слышу. Это с чего вы такое взяли? Воды много, я заказываю всегда там 3-4 бутылки большие, 19 литров, они у меня стоят. Потом выпьем, снова заказываю. Нет, никаких проблем нет, мои хорошие. Так что вот. Я вообще хочу уехать где-нибудь жить на природе, в деревне вообще. Документы, легализация, ну как, тут виза, вы делаете визу, вы живете по туристической визе. ВНЖ здесь нету, но виза есть, и Египет имеет визу, визовый режим в Египте это один из самых доступных, удобных. И, на мой взгляд, здесь достаточно такие серьезные плюсы есть. Вот. Кроме того, что сухой климат, замечательное море и доступные овощи и фрукты, э, здесь еще масса плюсов таких серьезных. Вот. Дороги качественные. Хургада очень безопасный город. В Египте очень много плюсов. Но надо понимать, что в туристические города едут живиться рептилоиды тоже. Надо не забывать, что они обязательно поедут в туристические города. Ночью в море нет, нельзя, Алексей, нельзя. Всякие там вылазят черти, всякие вылазят, в общем, там м, такие зверюшки опасные. Нельзя в море плавать, акулы охотятся, во-первых, в море вечером, но они на глубине, а так всякие вот эти зверюшки опасные выходят. Как садится солнышко, они начинают выплывать, охотиться. Вот это как бы их время начинается, когда, в общем, темнеет. Поэтому, ну, нет, нельзя. Виза туриста на какой срок и как часто ее можно продлевать? Виза туриста делается, покупается за $25 в аэропорту, потом вы ее продлеваете. Через месяц идете в Гаузет, это паспортный стол, вам ставят штамп, то есть и вы еще живете либо месяц, либо два, в зависимости, с какой вы страны, а потом собираете документы, там ну, это все очень понятно, доступно, и с этими документами вы идете в Гаузет, и вы подаете на визу, и через какой-то момент вы получите, через 2 месяца вы приходите за визой, и эту визу вам дают там на полгода, на 7 месяцев, 8, 9, ну вот такой период. Потом можете продлить,
визу, либо же с этой визой, либо вылетаете там в Турцию, в ближайшие страны, вылетаете, и потом снова заново $25 платите за визу, месяц прожили, и через месяц идете в паспортный стол, вам ставят снова штамп, и то же самое по новой. Вот. Вида, общаетесь, да, да, нормально, нормально. А с Матиком комфортно жить в Египте? Отлично, отлично, а с Матиком в Египте даже шикарно, я бы сказала, приезжайте. Так, Татьяна, да, привет из Германии. Мы вас тоже рады видеть, слышать. Я тут уже в новый шарфик нарядилась. Ну так я же не показала еще. Это у меня один шарфик с такими кисточками, классный весенний. А буквально за последние 2 дня связала еще вот такой шарфик, но еще кисточки не успела сделать, так что можете у меня заказать. Здесь 80% шерсти, и сейчас чуть дальше отодвину, чтобы вам было видно хорошо. 80% шерсти и 20% акрила. Надо кисточки еще сделать. Видите, какой длинный? И будет вот такая красотень. Сама эти шарфы люблю. Вот, так что забирайте. Упакую, и вот такой шарфик классный поедет к вам. Ручная работа. Это все я делаю своими ручками. Вот. Кисточки будут еще вот такие большие вот тут висеть. Так что вот, мои хорошие, специально вяжу, потому что люблю это дело, создавать красивые вещи. Я прям от этого балдею. Поэтому берите, мои хорошие, покупайте. А, много ли в Хургаде квартирных краж? Да нет. Да вы что, да? Не пускай там газ, квартиры пускают. Ого, даже такое у вас во Франции, надо же. Грабят и пускают газ в квартиры. Ого, ну это жесть. Приезжайте в Египет. Приезжайте в Египет, тут хорошо. Здесь есть туристическая полиция, охраняют город. В общем, все хорошо. Приезжайте, будете жить, наслаждаться. Ну, это если работа позволит, если позволяет работа, чтобы вы немножечко отложили деньги и приехали на какой-то период, либо на совсем. Если, ну, если я имею в виду работа онлайн, вот, благодаря работе онлайн вы сможете здесь жить и зарабатывать, и наслаждаться всем. То есть, вот. Так что вот, мои хорошие, вот такие дела у нас. Что давно никто из спонсоров не заходит, не приходит. Где мои спонсоры делись? Все время, видимо, не попадают на мои эти прямые эфиры. Вот, ну ладно. Ну что, мои хорошие, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь делитесь с друзьями моими видео. У меня очень много всего прикольного, ценного, мои хорошие. Я сегодня сварила картошку, свеклу, морковку, буду делать салат. Знаете, какой? Винегрет. Вот, так что вот так. Так что вот, мои хорошие, вот, сегодня была такая тема у нас об одиночестве, почему люди выбирают одиночество. Если у вас возникают вопросы на эту тему, то пишите или пишите под видео, под любым видео, и я буду отвечать. Могу делать вообще периодически видео, ответы на ваши вопросы. Какой влажности воздуха у вас в городе? Ну, по-разному. У нас такой, ну, у нас сухой климат. У нас сухой климат, не переживайте. Классная погода, классное море. Очень много действительно здесь плюсов прикольных, поэтому приезжайте. Я уверена, вам понравится. Будете здесь и плавать, и заниматься фитнесом по утрам. У нас здесь фитнес-клубов очень много разных. Ну и море есть, может, фитнес-клубы вам не нужны, но это такое, как бонус. Вот. Так что вот. Я, конечно, уже скучаю дико по природе, но тем не менее понимаю, что если жить в другом месте, я буду скучать по Египту, по морю. И вот так вот у меня проходит такой, знаете, монолог сам с собой.
Потому что мы привыкаем к любым плюсам, человек привыкает, и потом как бы уже, ну, ему кажется, что это уже как и есть, как должное. Но на самом деле надо ценить все, что есть, и люди, которые есть в вашей жизни. Если эти люди настоящие, прикольные, искренние, то нужно их любить, беречь, потому что сейчас самый дорогой ресурс — это искренность, это открытость, любовь, это вот способность любить. Это сейчас самый большой ресурс — это люди с душой, вот, потому что их не так много, это уже подавляющее меньшинство. Э, Есть, есть такие страны, где рептилоидов вообще до 90%. То есть такие страны, где рептилоидов очень много. Есть страны, где люди функционируют, я имею в виду, что есть такие страны, где очень много людей, которые функционируют на трех нижних чакрах. Прям очень много таких вот людей. Но они везде есть. Просто соотношение. Если, допустим, славянские люди, там совершенно другое соотношение, то или там вот, допустим, жизнь в больших городах, там туда приезжают больше рептилоидов, потому что им нужно урвать, обмануть, хапануть. А люди, они, как бы, ну, они же так себя не ведут, обычные люди. У них нет такой цели обмануть, урвать и так далее. Вот, так что вот так вот. Вот. Ну что, мои хорошие, наверное, будем прощаться с вами. О, здравствуйте. Ой, Иван, дорогой, привет, привет, Джон, да, привет. Здравствуйте. Ну почему выбираю? Здравствуйте, Виктория. Ну почему? Потому что подонки, да, да, к сожалению, просто вот то, что я тут насмотрелась в туристическом городе, это какой-то атас просто. Вот, просто такое ощущение, что сюда со всего мира едут придурки. Вот. Но я когда работала в Москве, там, в Московской области, то тоже соотношение серьезных мужчин и вот этих придурков, подонков, такое, знаете как, ну, порядочных людей, такое подавляющее меньшинство, Джон. И жесть. И придурков, подонков, манипуляторов, всяких разводил, аферистов, целых преступных организаций тьма тьмущая. Уже что я только тут не видела за эти 7 лет. Это ужас просто. Вот. Это на Кавказе, в подобных местах много рептов. Даже те, кто там живут, жалуются, что человечных мало совсем. Да, да вы что, видите как? Там мало, мало. Люди, хорошие люди, они где-то там в маленьких городах, в деревушечках. Вот, вот. Я, сколько тут живу, я уже даже не помню, когда последний раз ходила на какое-то свидание или с кем-то кофе пить. Я не хожу, не встречаюсь ни с кем, вообще никаких личных встреч нету, только работа. Просто ты понимаешь, что сюда едут, сюда съезжаются самые непорядочные люди из со всего Египта, со всего мира. Вот, и я просто, ну, как бы вообще никаких у меня здесь ни отношений, ни встреч, ни флирта здесь нету, ничего. То есть я себя настолько отгородила от вот этой грязи, которую я тут увидела, что, ну, как бы. Здравствуйте, Светлана, здравствуйте. Так что вот так, мои хорошие. Добрый вечер, добрый вечер. Валерия. Спасибо вам большое. Спасибо. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Все равно любовь, она может существовать без денег, без ничего, за счет энергии света и добра. А любое зло, оно нуждается в спонсировании, но деньги рано или поздно заканчиваются. И всегда есть большой плюс у людей, у кого много зла внутри, гнева, у них болеет сердце. И они как бы, короче, их жизнь наказывает за то, что, ну, много вот гнева внутри, что ты пускаешь энергию не в любовь, а в гнев, в насилие, в разврат, в беспредел, вот все такое. Ну, то есть и вообще злые больные люди, они болеют. Они болеют.
потому что все то, что они сделали для других, возвращается им в качестве болезни, в качестве мерзкого настроения, в качестве пустоты, в качестве вот такой, знаете, м, эм, невероятной, как сказать, такое, они живут в таком большом-большом несчастье, в такой большой яме, в таком черном большом чулане они живут. И вот они сидят в этом чулане, сидят одинокие, пустые и думают, что бы такое сделать мерзкое. Они же могут сделать хорошее, вот, но они думают, что бы такое сделать мерзкое. Я вот сижу в этом чулане один, с пустой душой, вот. И вот это устройство психики вот рептилоидов. Я говорю то, что есть, да, я говорю то, что я зачем наблюдаю всю жизнь. И знаете, у меня друг работает в московской прокуратуре, и мы часто общались с ним, когда я еще там жила. И вот когда, допустим, он беседует с преступниками, там раньше он там допрашивал их, все такое, то есть дело в том, что, понимаете, мозг преступника, рептилоида как создан. То есть они, допустим, когда нарушают законы, убивают или что-то, то есть они в этот момент считают, что они правы. Потому что их эго, их мания величия не позволяет думать по-другому. То есть другие люди для них лишь какие-то объекты. А вот есть только он, а больше никого нету. То есть и он мне очень много всего интересного рассказывал. Вот, вот мышление вот этих всех, рептилоидов. Это очень интересно. Да, они да-да-да-да-да. Они именно, ищут порядочных, честных, чистых людей и начинают их там загрязнять, портить репутацию, вот это шмонать. Да, это вот их игры. И причем, такие женщины есть, я за такими женщинами наблюдала еще с института физкультуры. Нет, у нас таких не было, кстати, в команде. Я с ними столкнулась уже, когда приехала в Москву, работала в фитнес-клубе. Вот такие вот мерзости устраиваются там, где люди есть, и начинают их шмонать, марази. Что в моменте, этом в них как будто вселился кто. А некоторые преступники говорят, ну да, ну вообще преступники, все вот эти рептилоиды, нарциссы, психопаты, нарушенные люди, ну все преступники все, это люди с нарушенным, ну как, с расстройствами личности. Ну, есть такой очень интересный психиатр Василий Бейнарович. У него есть канал в YouTube "Фауст 21 века". И он там раскрывает все преступления, самые большие в мире. И, показывает детство, рассказывает, о детстве, преступников и о том, что, о диагнозе. В конце каждого, ролика, в конце каждого видео он говорит о диагнозе. Все преступники, 99-98% это люди с нарциссическим расстройством личности, то есть там расстроенная личность. И, психопаты, потому что все психопаты- это люди с нарциссическим расстройством личности, без исключения. Просто еще не все нарциссы, они психопаты. Но, с возрастом то все нарциссы становятся психопатами, потому что психика устает от контроля, они становятся вообще такие извращенные, они такие извращенцы становятся. То есть психика уже устала контролировать. Они же еще всего боятся, потому что для них весь мир это как угроза. И там вот эти накладки, то есть очень серьезные с возрастом начинают. И он это все рассказывает к тому, что ну, рептилоиды, просто мозг, травмированный мозг, все, он не функционирует как мозг нормального человека. И, так вот, я вернусь, продолжу мысль, что там сущности, там просто подсадка, очень много сущностей. И если вы с этими людьми будете общаться, эти все сущности придут кушать вас. То есть
Я не употребляю ничего, ни алкоголь, ни вещества, изменяющие сознание, ничего не курю. И я точно понимаю, что есть сущности, которые вокруг нас. Если вы будете употреблять алкоголь, они залезут, если на вас. Если вы будете ну, будете в окружении людей, скажем, алкоголиков или наркоманов, или каких-то нарушенных людей, то эти сущности, они перелезут на вас, потому что им, им нужно кого-то кушать. А если вы хороший, такой порядочный, классный, то им интересно вас кушать. Ну, потому что там они уже этого человека выели, и им нужно новые люди, новые ресурсы. И поэтому как бы вот эти нарциссы-психопаты, они, получается, затягивают чистых людей, хороших, чтобы, ну как, если я служу этим лярвам, этим, ну скажем, нечистым силам, то я должен затаскивать туда топливо, в топку закидывать людей. То есть, да, они вполне действительно их, когда вот эти сущности охватывают, они не могут себя контролировать. И все вы правильно говорите, когда они убивают, то там действительно вселяется нечистая сила в человека. Ну, вот она его просто уже доедает. Если бы человек пошел служить Богу, но там нету рефлексии, то есть человек не может проанализировать свои ошибки, свои то есть я очень много наблюдала за такими людьми. Посмотрите, ну, изучите все, просто, м, ну, просто видите, у меня как бы в Москве есть друг, он мне все рассказывает, вот как они устроены, как они мыслят, как они функционируют. Это, кстати, они бесконечно врут. То есть это потенциальные такие вруны, причем они выдумывают на ходу. Ну вот как они выдумывают? Допустим, вот вы меня знаете, да, а я вот в один прекрасный момент себе придумаю, что, допустим, я там какая-то княгиня Ольга, ну там, допустим, украинская. Я себе придумала, я поверила. Я поверила и убеждаю вас. Но я настолько поверила, что я вас могу убедить, потому что я очень верю. Это такая, знаете, нарциссы, у них такая всегда грань, ну, нарциссическое расстройство личности, оно не бывает одно. Там всегда шизофрения и паранойя. То есть вот они что-то себе придумали, и все. И они вас в это погружают. То есть вот я сегодня княгиня Ольга. Дорогие друзья, представьте, я забыла вам сказать, что я княгиня Ольга в прошлом была. И вот я буду так уверенно говорить, вот так они врут. То есть там такое вранье, что вы хотите с ним поговорить, а он снова перекручивает факты. То есть там настолько все разрушено в голове, что там невозможно договориться, там нет рефлексии. То есть человек не может проанализировать себя, представляете? Это все очень серьезно, просто я таких людей видела. Еще начиная с Москвы, вот у нас в клубе работали такие девочки, то есть там, когда они пришли работать к нам, там начался ужас просто. Они сталкивали людей, они наговаривали, они ссорили людей, они все время подпитывали вот эту топку нечисти. Это вы что ты? Это же не только мужчины, это и женщины очень много нарциссов. Так а дело в том, что нарциссичные женщины, они могут выглядеть, так знаете, сногсшибательно, такая очаровательная блондиночка, у-тю-тю-тю-тю. Такая, знаете, не к чему придраться. А там такой черт живет, что потом мужчина испивается, и что только не происходит с людьми. Там такое чертило. Почитаю немножечко это самое. Да, злость или обида, некоторые преступники, так. Или комплексы. Они психотики. Вот у них что-то переклинит, и они не могут управлять собой. Они психотики, у них шизофрения и паранойя. Просто то, что это может, знаете, как больше-меньше. Сегодня есть паранойя, завтра нет, потом снова возобновилась. То есть я за такими людьми наблюдала еще с Москвы. Но так они везде есть, они есть во всех странах, во всех городах. Просто процентное соотношение. В больших городах их больше, туристических еще больше, потому что они едут за ресурсом. То есть это статистика мировая. Вот. Так поэтому почему я говорю, если вы едете в любой туристический город, неважно куда, Анталию, там, Турцию, там, в Сочи, не знаю, там какой-то Краснодарский край, если вы едете там, где туристы есть, там всегда будут рептилоиды. Ну, так всегда будет. Просто нужно об этом говорить. Если об этом говорить, то все будут знать и не будут попадаться вот в ужасные аферы, там, ну, понимаете? Если рептилоид родитель,
Надо отделяться как можно быстрее, потому что они питаются, они присасываются и питаются вашими ресурсами. Ну, надо отделяться как можно быстрее. Очень мало кто способен анализировать осознанно, даже люди в возрасте, поэтому все в основном живут одинаково, плохую жизнь от начала до конца. Ну так надо учиться действительно. Э, Если ребенок рептилоид, терпение вам и просто учитесь вот это отслеживать и правильно реагировать. Ну, то есть там просто нам нужно правильно реагировать на это. Какой самый безопасный район для аренды посоветуете? Я не знаю, тут, ну, Каусер, Мубарак 2, так тут в Хургаде безопасно. Туристический город очень охраняется. Хвалю а, здесь и туристическую полицию, и обычную полицию, потому что ну, хорошо очень охраняют город. Здесь постов тьма тьмущая в Хургаде. Вот. Черной магией занимаются рептилоиды. Служите Богу. Служите Богу своими мыслями, делайте добрые дела. Ам, Магия вас не будет брать. То есть, если вы в это верите, то это будет работать. Если вы в это не верите, то оно вас не будет брать. Если вы просыпаетесь и вы с благодарностью и с любовью к Богу, оно вас не будет брать. Эм, Там просто очень серьезные техники, но там влияние на подсознание, но это отдельная уже тема. Вот, то есть, знаете как, по вере вашей да и воздастся вам. Эм, Старайтесь, знаете, как можно больше сделать доброго, светлого, чистого, и вот это все не возьмет вас. Тему нейрологии и тому подобное вижу их издалека. Да-да-да. Ну, видите как. Да, парадокс в том, что просто надо понимать, что там нету этих функций у мозга, нету этих функций, и ты с человеком никогда не договоришься, потому что там не работает, нет нейронной связи, там это все не работает, там его нету. Но я очень часто люблю, знаете, приводить телефоны в пример. Ну, допустим, помните, раньше были вот эти кнопочные, где мы змейкой играли, там змейка такая тюх-тюх-тюх-тюх, кнопочки набрал там с друзьям, папе, маме, брату, друзьям, родным по работе и все. Больше ты еще можешь сыграть либо Тетрис, или нет, там Тетрис был или нет, ну, змейка это. И ты пум-пум-пум, эти шарики ловишь, пум-пум-пум-пум, тык-тык-тык-тык. Вот, потом появились другие телефоны, уже раскладушка была, уже там что-то еще другое было, потом еще. Вот, и теперь у нас уже есть крутые телефоны. Вот, точно так же мозг. У людей это у вас такой телефон развитый, мозг работает шикарно, а у рептилоида вот этот кнопочный. И вы же не скажете, слушай, кнопочный телефон, вот ты мой друг, ты хочу, чтобы ты стал как я, как там iPhone Pro Max, да, там какой-то там, ну, 16, 15, 17, в общем, ты можешь стать таким, как я. Вот давай я с тобой поговорю, в общем, ты можешь, ну, невозможно же, правильно? Ну как? Ну, то есть, потому что там этих функций нету. Ну, нету. И когда там, знаете, женщины долюбливают партнера, хотят его долюбить, ну, это, конечно, катастрофа. Я за этой катастрофой наблюдаю уже много лет. Что там долюбливать? Там никого нет дома. Там вообще никого нет дома. И вот в этом такая огромная печаль, а потом рождают ребенка, и начинается пиздец настоящий. Спасибо вам большое. Что вы как написали, как вы это видите? Что вы имеете в виду? Как вы это вы, Александре задали вопрос. Я думаю, что Александра видит, благодаря манипуляциям и их техникам. То есть из-за того, что, они взаимодействуют с людьми, только техниками. То есть они не могут с вами взаимодействовать на уровне душ, эмпатии.
там этого нет. Они используют исключительно техники. И когда вы это видите, вы будете это отслеживать. Кстати, рептилоиды могут быть очень обаятельные. Вы не думайте, что это какой-то крокодил, который бегает с топором. Нет. Рептилоиды могут быть очень обаятельны, но это такая ложная обаятельность, то есть это не настоящая, это они входят в такое состояние, понимаете? Вот. И они очень могут быть такие, где-то там толковые, умные, просто это как чат GPT, без души, без эмпатии, никого нет дома. Да, магией занимаются заблудшие души, и они служат, получается, магией, кто занимается, служит темным силам. И потом им приходится служить на эти темные силы, заманивать туда других людей. Просто держите дистанцию, все. Я когда жила в Москве, там же очень много цыгане, и вот они тоже эти приемы пользуются этими приемами, вот эти техники НЛП туда-сюда, ну вот это все. И они ко мне, когда подходили, прям по несколько человек, и знаете, как у них взаимодействие, сразу там в глаза смотрят, за руку взять. Я просто вот так разворачивалась, говорю, так, а ну, дружно развернулись и нахуй отсюда, быстро, а то сейчас полицию зову. Я просто им давала команду нахуй отсюда, ну, не вступая в разговоры. Я была со своей основой. Они мне не нужны, я к ним не обращалась, я их не звала. В мое поле вторгаются люди. Я просто говорила, так, развернулись и нахуй отсюда. Все. И вот они исчезали, потому что это такой сильный отпор. Ну, что им делать? Им нужен человек, на которого они могут влиять. Они же очень слабые, рептилии, все вот эти люди, они же очень слабые. Они с таким больным, разрушенным эго. И вот они цепляются что-то урвать, украсть. Что можно украсть, урвать? Людям даже когда прямо рассказываешь про рептов, они отмахиваются, не воспринимают, а потом страдают, но им норм. Да-да. Есть очень приятные с виду, симпатичные, на внешность, хорошо говорят, а как получше узнаешь, так в шок-шок. Да-да-да, они же когда общаются с вами, они вас зеркалят, они в стопроцентной подстройке, и вам кажется, ну вот, наконец-то встретила друга, там, подругу классного человека, там нету личности, там миллионы вот таких зеркал, и вот эти зеркала, они перестраиваются, вас зеркалят. Меня чуть-чуть перестроиться, уже будут меня зеркалить, уже другие будут мне давать те качества, которые есть во мне, будут как бы отзеркаливать, ну, понимаете, да? И я подумаю, вау, какой человек классный, всю жизнь искала, боже мой! Ой, от пожилых особенно. Не, надо быть, уметь переключаться, как переключатель. С нормальными людьми вы человек, с ненормальными людьми просто нахуй посылаете и все. Просто нахуй посылаете, как переключатель. Просто себе в голове держите. Это не означает, что вы скотина или мудак. Вы просто, это язык взаимодействия с такими людьми, которые пробивают границы, которые нарушают ваши границы, которые воруют ваши деньги, время, энергию, ваши психоэмоциональные ресурсы. Это преступники. Вы просто переключаете, знаете как в этот, заякорите себя, как в этот день, ночь. Ну вот я выключу сейчас, будет ночь, включу, будет день. То есть с ними вы просто выключаете свет, и вы с ними тьма, и говорите, пошел ты нахуй. Жестко и бескомпромиссно. Потом включаете свет, и вы с добрыми людьми, вы свет. Вот и все, просто вы должны беречь себя. Если вот не знать этих правил, то ну, так а что, в чем смысл? Вы пришли, допустим, вы, я там, пришли в эту жизнь, чтобы сделать, там, выполнить свою миссию, расцвести, себя реализовать. Но почему мы будем позволять каким-то мудакам себя кушать? Нет, нахуй пошел, все, разговор закончен. Это единственный способ коммуникации, кстати, с ними. То есть они же не понимают нормального языка. Ну, там нет этих, я же говорю, вот этих нейронных связей, восприятия, ну, нету. Вы с ним будете душевно беседовать, а он решит, что вы не просто добрый человек, интеллигентный, что вы просто слабый придурок, ничего не понимаете, что вы слабый, вы тупой, вы ничего не понимаете. Они же не будут думать, что вы просто с богатым внутренним миром. Нет, это я могу оценить.
Или вы же, человек с эмпатией, можете оценить другого, что вот передо мной богатый, классный человек с богатым внутренним миром, да, вот хороший, хочу с ним дружить. Они так не могут воспринимать, они этого не видят. У них нет эмпатии. Как они будут чувствовать? Ну, чем они будут чувствовать, если у них эмпатия нарушена, разрушена, нету? Они так не воспринимают, что вот как вот, допустим, мы друг друга, да, люди с эмпатией. То есть мы моментально чувствуем и понимаем, какой примерно перед нами человек. Они так не чувствуют. Они смотрят, думают, как я могу его использовать, где его слабые места, слабые точки, где я могу его прогнуть, нагнуть, украсть, изнасиловать, убить, отрезать голову. Ну, то есть так вот я, видите, уже такие вещи говорю, чтобы вы просто меня поняли. Да, близко глаза в глаза, смотрят, оценивают. Да, они, у них вот, у психопатов, нарциссов, они смотрят как хищники. Они вас изучают, ваши слабые места. Да-да-да. Так что, так что вот. Ну что, вот такой получился у нас разговор, мои хорошие. Но я надеюсь, что кому-то понравится. Я это видео оставлю в загрузке, завтра оно загрузится. Так что ну, я такие подобные видео делаю периодически и выпускаю. Еще сделаю, потому что об этом нужно говорить. То, что вообще творится, это просто жесть какая-то. Вот я же смотрю всякие вот эти каналы по преступностям, как себя ведут преступники, как их выявить, вот это их поведение, это же вот эти, ну, это все одинаково, это все одинаково. Они выявляют ваши слабые места, морковочку, потом действуют, погружают вас в инстинктивную зону, то ли вы там давят на вашу жалость, на материнские инстинкты, на вашу женственность, обычно чувство жалости, на какие-то ваши, на вашу комплексуальную структуру. Если нужно, они вводят аферисты вводят всегда в игру третьего партнера, дабы повлиять на вас. То есть там всегда такая нехорошая, нечистая игра. Ну, вы думаете, что вы общаетесь с человеком, а там просто идет игра. Это вот схема аферистов. Вот это все. Ну, я разложу более так, как сказать, ну, чтобы вы просто понимали, что есть люди, которые мыслят схемами, схематически. То есть они с вами не взаимодействуют. Они вас пропускают по своим схемам. Все. Они не взаимодействуют с вами. Вас там нету вообще. Вас нету как человека. Вы просто ресурс, с которого нужно, вы знаете, как вот клюшкой тюх-тюх-тюх-тюх, гол туда, шайбу в ворота. Вот так же и вы просто шайбочка, и он тюх туда, тюх туда, тюх туда. Все, вы попали в ворота, попали в лунку. Ну там, вот. Все, вы ресурс, вас нету. Вы просто ресурс, как нож, как вилка, который покушать, использовать, выбросить. Вы ресурс для рептилоида, все. Ну, видите, как я так хорошо могу и качественно доносить информацию от души. Вот, поэтому поделитесь моими видео с друзьями, чтобы помогли. Женщины, не верьте им, вы воображаете, что он вас любит, а он просто будет вам подыгрывать. Да, 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 они просто играют. Да, вот у меня Джон, видите, как он такой толковый мужчина. Или боковым зрением чувствуешь, что на тебя пристально и долго смотрят. Ну, это да, они изучают. Они изучают, и я когда вижу рептилоида тут, ну, допустим, тут же много людей с разных стран, вижу, что передо мной рептилоид, он на меня начинает смотреть. А я с собой порой такие смешные шапочки ношу, я вяжу шапочки, ну, вы знаете, что я люблю вязать. Я одеваю эту шапку, а я очень смешная в ней. Потом вам покажу как-то. И он так смотрит на меня, думает, какая странная женщина, что я буду с ней делать, какая странная женщина. Ну, потому что им надо по факту четко по схеме пропустить, не терять много ресурсов, идеально проработать, все, тема закрыта. Бесконечные улыбочки, беспричинные, да, 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 у них стеклянный да, пронизывающий холодный взгляд, да, 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 да. Ну там же рептилия действительно холодная, там жесть просто. Ой, мои хорошие, ну вот видите, какая у нас тут команда образовалась. Я рада, что мы любим друг друга, поддерживаем, помогаем друг другу. Делитесь с друзьями, с родственниками, потому что, к сожалению,
а славянских мужчин сейчас вот рептилоиды уничтожают, и женщины с России, с Украины едут в восточные страны, куда-то едут за мужчинами. Ну, а хорошо, если они найдут мужчину, и повезет, и они встретят мужчину. Ну, а где гарантия, что они не встретят рептилоида, который будет ее обрабатывать, зеркалить, врать? То есть вероятность очень велика. Блин, такая вот жесткая реальность, поэтому делитесь с друзьями, мои хорошие. За это вам тоже воздастся. Вот. Да, да-да, очень много красивых слов. Они закутывают что-то вот в лесть. Там, знаете, комплимент, там закутывают какой-то вопрос или что-то, то есть они закутывают в лесть. Такая накладочка комплиментов, закутанная в лесть. Ну, это жесть, конечно, просто жесть. Так, ну что, давайте на сегодня все, будем прощаться. Надеюсь, вы оценили мои шарфики, которые я связала. Может, когда-нибудь себе приобретете у меня на память. Или мужчины подарят женщинам, или женщины сами себе подарят. Вот, так что, пожалуйста, покупайте. Вот. Ну что, мои хорошие, это я когда вяжу, я слушаю лекции, слушаю всяких там психологов, книги онлайн, пропускаю через себя, там фильмы смотрю всякие про вот этих рептилий. И я вот это очень так пропускаю через себя, и потом сопоставляю с тем, что я видела в жизни, зачем наблюдаю много-много лет, потому что, ой, ну, интересно все так. Я еще сталкивалась с такими людьми в детстве. У нас недалеко, там, где я жила, была зона, и поскольку мы жили в новом районе, то они всегда приходили, вот эти после СИЗО, сидели в нашем дворе, и вот я с ними беседовала. И я тогда еще, мне было очень удивительно, почему люди с какой-то такой энергией, знаете, как тина. У них энергия такая, как болотная энергия. Ну, это их уже освобождали, и они выходили в люди. У них очень болотная энергия, такая тина, тягучая, грязная, вонючая энергия. То есть я к тому, что я еще за этими людьми могла наблюдать в детстве, но я еще не понимала, что есть рептилоиды, есть нарциссы, психопаты. То есть ты совершенно еще по-другому воспринимал мир. Поэтому вот. Вот, мои хорошие, видите, какой у меня багаж знаний. Скоро буду лекции читать уже в какой-нибудь школе на эту тему. А на эту тему нужно говорить, и надо вводить уроки на эту тему. Как распознать нарциссов, психопатов, рептилоидов и так далее. Потому что от них страдают обычные люди, и с этим нужно что-то делать. Все, я вас всех обнимаю. Джон, сердечный вам привет. Может, когда-нибудь увидимся в Египте или где-нибудь в другом месте. Мои дорогие подписчики, всем вам большой пламенный привет. Всех обнимаю. Берегите себя от всяких шизофреников, от всяких... знаете как, когда вам кажется, что перед вами идеальный мужчина, это уже идеальный человек. Вот идеальный человек. Это уже красный флаг. Если вам кажется, что перед вами капец какая классная личность, вы очарованы. Просто перед вами уже проведены техники, манипуляции, то есть над вами уже идет работа. Поэтому очень и очень осторожно. Обычные люди, они... Есть действительно люди обаятельные, ну, действительно, есть люди обаятельные, у них такая природа. Ну, так они не аферисты, не обманщики и не какие-то эти. И они могут быть в разных состояниях, вот, то есть, ну, естественные. Но есть действительно люди обаятельные, не все люди обаятельные, которые они, эти аферисты, но именно аферисты в первоначальном этапе, они очень обаятельны, потому что они работают. Изучать техники НЛП, тут вообще да, 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 да. Ну, давайте завтра запишу видео, как я вычислила этого, как его, э, афериста. Ну, там, наверное, какие-то люди с СИЗО или, может быть, где-то там в Украине какие-то спрятались ребята, сидят в квартире, разводят женщин. Там просто очень такие техники. Ну, покажу вам. Я просто сделаю сначала видео, потом смонтирую и буду накладывать вот эти скриншоты, чтобы вы все видели.
Все, мои хорошие, как у вас настроение? Есть еще желание поговорить или нет? Добрый вечер. Ой, Александра, привет! Увидимся позже. Джон, мой дорогой доктор. Александра, ты свое видео видела? Мы сегодня говорили про одиночество, про рептилоидов, нашу любимую тему. Тут у меня целая команда уже единомышленников. Короче, как классно. Как классно, что мы все вместе. Про что говорите? Да уже закончили, говорили про людей, про рептилоидов, про любовь, про одиночество. Подписывайтесь на канал, завтра видео будет загружено на мой канал в YouTube. Вот. А я сейчас себе решила сделать винегрет. Правда, без фасоли, но зато у меня есть кислая капуста, которую я сама наквасила. Овощи есть, которые я приготовила. Буду готовить винегрет. Вы как Антон Гура. Спасибо вам большое. Пропустила интересную тему. Но, Александра, я эту тему периодически повторяю, а эта тема будет загружена завтра. Да, мы тут интересно, у нас беседа была такая, уже все люди в теме, все мои подписчики в теме, вот. И делитесь какими-то примерами, какими-то этими всякими схемами. Я тоже, кстати, буду делиться с вами все то, что я видела на протяжении жизни, вот. С какой Украины? Живу в Египте, веду канал в Египте. У тебя на вечер, да, веселуха, 9 часов. Ну а что делать? Что делать? Просто я вот так посмотрю какие-то, ну, у меня, видите, еще есть люди, которые работают в органах, и они мне все рассказывают, что там только не происходит в наших странах. И я думаю, что такое, почему так много таких людей? Блин, они же очень активные, они же аферисты, преступники, рептилоиды, они же очень активные. И вот поэтому нужно говорить, чтобы у каждого из нас была защита на них. Ну, потому что, ну, это ненормальное что-то. Хочу к вам в Египет. Приезжайте, Батон, приезжайте. Приезжайте в Египет, в Хургаду, подписывайтесь на канал, не теряйте нас. У нас тут такая хорошая коммуна, классные люди приезжают, мои подписчики классные. Короче, я вас всех люблю. Ой, у меня уже нос заложило от этого ветряка, я же голову помыла, и это самое, и вот этим ветряком себе это самое, подпростыла даже, мне кажется. Все рассказываю, конечно. Нет, я тут живу. Здесь нету ПМЖ. У нас просто визу делают и все. Ну вот, мои хорошие. Ну что, будем заканчивать, а то уже почти сколько уже? Скоро 2 часа будет. Вот это я птица-говорун, правда? Надо себе панаму купить. Думаю, голова, панаму куплю. Подписывайтесь на канал обязательно, мои хорошие. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Делитесь с друзьями. На моем канале очень много всего интересного о Египте. Смотрите, подписывайтесь, приезжайте. Так что вот так вот. Нет, я уже про рептилоиды очень много сегодня говорила. Завтра видео будет в загрузке. Отдел трансляции. В заходите, вот есть видео, потом шорты, потом нажимаете трансляции, и там очень много я всего сказала. Вот 2 часа говорила о них, поэтому берегите себя от рептилоидов. И если вы рептилоид, то вы нам не подходите. Так что вот так. О, Белла Акимова, вы тоже пропустили все. Ёлки-палки! Надо что нажимать на колокольчик какой-то, чтобы как-то подписываться, чтобы вам приходило уведомление. Потому что есть люди, которые вовремя вот так, они уже это самое, ну, как штык на этом, как сказать, на прямой эфир они сразу, как штык. Спасибо вам большое, мои хорошие. Александра. Я даже не обратила внимания, что вы написали с маленькой, это как бы это вообще, ну, это как бы я же знаю, что в душе я для вас
дорогой, ценный человек, воин света, который борется со всякими рептилоидами, со всякими сущностями, нечистыми духами. Короче, служу человечеству и Богу, служу светлым силам. Аминь. Добро всегда побеждает. И даже, помните, как в фильме «Терминатор»? И в конце концов зло стало на сторону добра и стало бороться против зла. Помните, там был такой какой-то серии фильма про «Терминатор», там зло перешло на сторону добра и стало бороться против зла. Вот точно так и будет. Если моя жена видит сущность каждого человека, кто она? Очень проницательный человек. Ваша жена проницательная. Спасибо вам, было очень интересно и поучительно. Да, пожалуйста. Мария, спасибо вам тоже. Сколько вампиров и лярв, кругом куча просто. Очень много. Очень много, и они только ждут, когда вы проявите слабость. Когда вы проявите слабость, это употребление алкоголя, это когда вы спорите, когда вы общаетесь не с теми людьми, когда вы с рептилоидами, они тоже перескакивают. То есть вы вступаете в спор с рептилоидом, они переходят на вас кушать. Ну, по сути, рептилоиды начинают спор для того, чтобы покушать. Ну, то есть они же как бы... Ну, там же сущности их облепили с головы до ног. И просто они их уже настолько доедают, что им нужно других людей затаскивать, разводить, эмоционально кушать, то есть потому что им очень, очень плохо. Счастливый человек, он не делает другим плохо. Плохо делают люди нарушенные, которых, ну, рептилоиды, вот, нарциссы, психопаты, которых уже сущности съели. Это только они делают плохо. Они устраивают войны во всем мире, сталкивают людей, сталкивают соседей, наговаривают, провоцируют. Это же они. То есть человеку этого не надо. Это не его еда. Нормальный человек живет другими энергиями, другими ценностями, другими мыслительными процессами, другими вообще моментами в жизни. Понимаете? Заново. Точно. Виктория у меня была знакомая, общалась пусть не регулярно, но в течение 10 лет. В последнее время ее просто несло, столько мне гадостей наговорила и мерзких слов, я в шоке. Но все уже, не можешь себя контролировать. Она вас с самого начала, наверное, покусывала, но вы, наверное... Не, бывают люди, они сначала вас изучают. Изучают вас, ваши слабые места, вашу комплексуальную структуру. Они сначала вас изучают. Они очень добры и обаятельны. Они потом начинают кушать, когда они уже владеют информацией. То есть, ну, не все... Ну, то есть сначала идет работа. Работа узнать о вас, получить как можно больше информации, дабы потом эту информацию использовать против вас. То есть они же работают, у них же номер 1, номер 2, номер 3, номер 4 схемы. Поэтому в этот период они очень обаятельные, классные, прикольные, такие вот они няшечки, а потом хуяк, и уже пошло другое. Да. Ну, вообще, среди политиков очень много их. А их много везде. Ну, их много везде. А рептилоиды идут туда, где можно, где есть власть. Им нужно руководить людьми. Ну, все, а то я сейчас начну еще по новой, действительно, все. Как мне вернуть ей негатив обратно? Пусть почувствует ту же боль, как и я. Не надо возвращать ничего. Не надо. Для рептилоида самая большая боль, когда вы счастливы. А рептилоиды очень несчастливы, когда вы счастливы. Когда вы самодостаточны, прикольны, добры, делаете добро, рептилоиды очень несчастливы, когда люди счастливы. Вот. Не надо вступать с ними в игры. Ну, то есть это не ваши игры, это не ваше поле, это их поле. Если они вас затянут на болото, тягучие болота, грязные, вонючие, вы же там утонете, оно вас засосет. А он будет сидеть, потому что это его среда. С ними не надо играть. Ну, надо их оставить в этом болоте. Вы идите
на поле, где ромашки цветут, где тюльпанчики, где хорошие люди. Рептилоиды и так сами себя съедят. То есть эти люди, они себя съедают вот этим гневом, вот варятся они в этом аду собственном. Они и так съедают себя, не надо им ничего делать абсолютно. Просто идите собак покормите, добрым людям что-то сделайте. Ищите те моменты, где вы можете что-то сделать хорошее, служите Богу. И просто задавайте себе моменты, что я могу доброго сделать сейчас, вот в данный момент. Вот я в данный момент сейчас понесу мусор, буду кормить кошек. Я им либо что-то с еды откладываю, либо сухой корм. Если нет ничего такого вкусненького, что там осталось, допустим, они там любят там, ну там, может, знаете как, остатки еды туда-сюда, они все у нас тут едят. Или сухой корм я беру, мне так вообще легче сухим кормом и все. И кормлю котов внизу. Вот для меня очень важно, что вот сейчас я вам сделала там новым людям, кто-то меня услышал, я сейчас вам служила, вот через 5 минут будет 2 часа. То есть я сейчас служила человечеству чистой правдой 2 часа. А что, я от вас что-то ну, вот ожидала? Нет. То есть я за это видео не заработаю ни одного рубля, ни полдоллара, ни даже 0,0 доллара, ничего. Прямые эфиры – это просто эфиры, которые, ну, они не дают денег, ничего. YouTube вообще очень мало дает, ну, в данный момент. Я же на русском говорю, а Россия, она же закрыта. Но я же не говорю, что я буду от вас иметь. То есть как бы я просто ухожу в служение, понимаете? Вот я сейчас понимаю, что многие люди меня поняли, осознали, кому-то кто-то посмотрит в записи, кто-то, может, живет с рептилоидом, что-то осознал. Я сейчас отдала энергии и еще отдаю, и мне просто классно от того, что я получаю знания, и я отдаю вам с мощной силой. Я же, видите, как хорошо говорю, я же знаю, как я вкачиваю. Я знаю, как я вкачиваю информацию. Я так вкачиваю, что человек потом уже с этим живет. Поэтому все то, что вы услышите, вы будете это помнить, что-то не то начнется, вы вспомните меня. Просто переключаете со светом, просто уходите. Просто уходите. Со светлыми людьми разговариваете на позитивы, с любовью, держите свой свет для светлых. От темных людей вы уходите, просто переключаете, не объясняете, не спорите, ничего. Вы идете в тот момент служить котам, собакам, людям, бедным, кому можете. Просто идете служить. Что-то делаете, что-то можно подарить. То есть вы уходите в служение. Это не стоит дорого. Служение не стоит дорого. Служение стоит очень мало. Это просто, как сказать, вот если, допустим, сейчас у меня 43 тысячи подписчика, да, скоро будет 44. Если один человек меня услышал, я крутая. Если я изменю жизнь одного человека, я не зря 2 часа болтала. Понимаете, вот. А служение – это то поле, где вы будете расти, то поле. У меня папа был такой, он такой везучий был просто во всем. Но он просто классный был, он был крутой, добрый человек. Его просто любили, капец, как люди любили. У него никогда не было серьезных денег, но он всегда платил, всегда угощал, и что мог дать людям, он давал людям. Но он просто крутой был. Ну, таких людей мало. Большинство людей ставят вопрос, а что я могу поиметь с тебя? А что ты мне можешь дать? А вы попробуйте жить, ничего не требуя взамен. Ну, попробуйте вот так вот жить. Ну, то есть, как сказать, просто вот, ну, как тебе объяснить? Вот я сейчас уже немножечко, то я болела, сейчас немножечко пришла в форму, хочу еще по утрам вести пилатес, там, лечебную гимнастику. Не знаю, по утрам, по вечерам, наверное, лучше по утрам все-таки. Я буду загружать эти видео, тоже делайте. Я очень много училась и тренировала много в фитнес-клубе. У меня, знаете, у меня такой опыт, если вы меня ночью стряхнете вот так с кровати, я проведу вам любую тренировку, потому что я это делала много-много лет, то есть и тренировку правильную. Короче, все, у меня открылось второе дыхание через 2 часа, и я теперь могу болтать очень долго, поэтому нужно меня выгонять с прямого эфира, потому что я вам сейчас расскажу все о внутренних органах, как функционирует позвоночник, почему нужно работать с позвоночником, почему важно делать растяжки. Я сейчас вам лекцию могу дать на 5 часов.
Поэтому скажите мне пока, что все, надо выключать. Вот, Бог, да. Их надо да, да, да. Пошлите им любовь. Несчастные люди делают других несчастными, потому что они внутри пустые, им плохо. У них нету любви. Если, допустим, у меня есть любовь, я могу делиться с вами, вы можете делиться со мной, с родителями, с сестрами, с братьями, с детьми, с собаками, с кошками. Мы делимся любовью, а у них этого нету. Пошлите ему любовь. Вот таким круглым шариком пошлите любовь. Просто искренне пошлите любовь, потому что почему они делают плохие дела? Потому что в них внутри нету ни Бога, никого нету. Им плохо. И оттого они делают другим плохо, чтобы достучаться и показать, что им плохо. Они по-другому не могут выразиться. Если, допустим, они же, понимаете, нарушенные люди живут в такой тюрьме из гордости и стыда. Из гордости и стыда. И если, допустим, я могу сказать там, Александра, допустим, кстати, пью твое кофе, которое ты мне привезла. Вот я, допустим, могу сказать, Александра, пойдем выпьем кофе. Что-то мне на душе так нехорошо, пойдем поговорим вот в кафе. А ты скажешь, а пойдем, Виктория. Вот, я это делаю с позиции любви и искренности, что я хочу тебя видеть, допустим, или там Беллу, или моего Джона, или кого-то, ну, многие мои подписчики, допустим, там. Я хочу, смотрите, здесь нет манипуляций вообще, да. Мне очень я не в позиции гордости, мне на душе очень одиноко и плохо. Я объяснила свое состояние. Я хочу тебя видеть. Объяснила, что я хочу, что ты мне приятный, хочу тебя видеть. Пойдем выпьем кофе. Я заплачу, я угощу, допустим, да, ну вот. То есть, а нарушенные люди, они сидят в такой тюрьме из гордости и стыда. А вдруг вы им откажете? А как они вас попросят? Как же они попросят? Они же короли, а мы ничтожество. То есть вот они не могут вот взаимодействовать. Они взаимодействуют либо позиция сверху, либо позиция снизу. Закатывают глаза и там в обморок падают, он в позиции снизу, чтобы манипулировать. Либо позиция сверху. То есть у них нет вот такого попросить, любя, из сердца, из души. У них этого нету. Эта система нарушена. Они в тюрьме находятся, им плохо. Тюремное заключение в чулане, они сидят одни. Ну вот. Так никто не объяснит, как как устроена психика рептилоидов. Спасибо вам большое за любовь, за общение. Все, мои хорошие. А то у меня откроется сейчас второе дыхание, как в спорте, и буду трындеть до 12 ночи. А это ерунда получится. Надо лучше выйти в эфир на днях. Я всегда перед эфиром, у меня, знаете, я когда делаю эфиры, у меня такие ритуалы, я одеваю какую-то чистую вещь, которую, ну, как бы совсем чистенькая должна быть, ну, то есть, что я ее не одевала еще вот после стирки. Я мою голову обязательно, ну, чтобы, это у меня такой ритуал, что я к вам должна быть очень, прийти в такой чистоте, то есть я должна одеть максимально чистую одежду, свежую, обязательно помыть голову. И, то есть я пришла к вам, знаете, как, ну, с любовью, с чистотой. Редко, очень редко, это когда что-то у меня надо крайне высказаться быстро, и я там, допустим, не успела помыть голову, не приготовилась. Но у меня всегда есть такой ритуал, что я мою голову, моюсь, одеваю свеженькое все. Вы же, допустим, не чувствуете меня, ни запах, не видите, там чистая у меня голова, что как бы. Зато у меня такое состояние, что я должна к вам прийти с чистотой из душа, чистенькая, свеженькая, показать творчество свое, чем я занимаюсь, что я связала. Вот у меня такие ритуалы. Вот, женские мои хорошие. Все. Я вас всех обнимаю, люблю, люблю, обнимашечка, целовашечка. Если вам плохо или как-то не так, что-то вас куда-то затягивают, нечистые, сразу уходите в служение. Просто кому-то что-то делайте. Вот, что-то кому-то сделайте добро, большое, маленькое, неважно. И все, и вы сразу энергию гармонизируете, то есть вы выровняете. Если вам сделали просадку,
нечистые, то есть какие-то лярвы прицепились или на вас подействовали кто-то, уходите в любовь, доброту. Можете кому-то делать добрые дела, комплименты, кого-то там покормить, каких-то котов, собак. Ну, то есть любое служение Богу, и вы выравниваете свое состояние. Все, просто уходите в служение и все. Да, все, мои хорошие. Боже, так еще сколько не болтала. Все, я вас люблю, люблю, люблю. Обнимашечка, целовашечка. Все, пока. Завтра это видео в часов 11-12 будет уже в загрузке, поэтому смотрите. Вот. Все, мои хорошие. Муа. Ха-ха, пока.